Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы сделаем невозможное и соберем игровой компьютер всего за 20 тысяч рублей. И это будет не какая-то помойная сборка ПК с Авито, а полностью новый компьютер с гарантией. Ну а перед тем, как мы перейдем к сборке ПК с магазина, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну и давайте уже начнем собирать нашего бюджетного монстра. И кстати, по просьбам многих в этом видео наконец-то будут тесты в играх, где вы сможете оценить производительность такой сборки. И первым делом давайте выберем наш процессор. Идеальным вариантом за такой бюджет будет поставить Ryzen 3 1200AF. Найти его спокойно сейчас можно в DNS за 3699 рублей. А его производительность за эти деньги позволит нам поиграть даже в самые требовательные игры. Главное взять камень именно AF, который является обновленной версией обычного Ryzen 3 1200. Понять, что это AF, можно по надписи внизу процессора, где будет красоваться 2017 год. Давайте только не будем вспоминать, каким он был хорошим, и перейдем к выбору материнской платы. Бюджета на B450 чипсет нам не хватает, поэтому смело берем ASRock A320M DVS за 3350 рублей. Этой материнке будет за глаза для нашего Ryzen, а также она поддерживает Ryzen 5 3600, который можно будет поставить в будущем. На мой взгляд, это идеальный вариант для самого бюджетного игрового ПК. А вы напишите в комментариях, переплатили бы вы за 450 чипсет, чтобы разогнать Ryzen 3 1200. А тем временем мы уверенно переходим к выбору оперативной памяти. Ни о каких 16 гигабайтах с таким бюджетом речи идти не может. Да и собираемся мы не на дешевой DDR3, которая потихоньку уже отживает свое. Поэтому возьмем не самые дешевые, но относительно хорошие две планки от Crucial на 4 гигабайта. Обойдутся они нам в 2700 рублей, зато теперь мы сможем их чутка разогнать и получить небольшую прибавку к производительности, которой, кстати, за 20к будет не так уж и много, но сколько именно мы посмотрим чуть позже. А пока нам нужно как-то охладить наш процессор. Я предлагаю взять самую дешманскую систему охлаждения за 340 рублей. Под ней наш и без того холодный камень будет чувствовать себя прекрасно. А в будущем мы спокойно сможем ее заменить на какую-то башню, если вы, конечно, будете делать апгрейд. Запитаем мы нашу сборочку обычным блоком от всеми любимого бренда AeroCool за 2050 рублей. Мощности модели VX Plus на 500 Вт нам хватит с головой. Но помните, что блоки AeroCool следует брать только в случаях дикой экономии. Например, как в этой бюджетной сборке ПК за 20 тысяч рублей. На объеме SSD нам также придется конкретно сэкономить и взять Пантеру на всего 128 гигабайт. Жить с таким объемом вполне можно, особенно если урезать винду и ставить не больше пары игр. Но большой объем, к сожалению, денег у нас нету, поэтому будем радоваться тому, что есть. Собрать всю нашу сборочку я решил в компактном, таком же народном, как и наша сборка, корпусе от DXP. Всего за 1200 рублей мы получим хоть какой-то корпус, и нам не придется искать подходящую коробку в кладовке. Ну и теперь самое время перейти к видеокарте и посмотреть на тесты. Купить новую крутую видеокарту сборку за 20к попросту невозможно. Поэтому мы возьмем относительно старенькую RX 550 на 4 гигабайта. Всего за 6500 рублей мы получим 4-гиговую видюху, на которой запустится любая игра. И хоть с консольным FPS, но мы все-таки сможем поиграть во все существующие игры. Ну и модель от MSI славится своей неплохой системой охлаждения, и нам особо не придется париться с продувкой внутри корпуса. А теперь давайте посмотрим, на что способна такая сборка ПК за 20 тысяч рублей. А если быть точными, то выходит она нам в 21 536 рублей. В CSGO на высоких настройках мы получаем более 100 кадров в среднем. И это на секундочку на самом бюджетном ПК, который только можно собрать в 2020 году. В бенчмарке GTA 5 мы получаем стабильные 50-60 кадров на высоких настройках. Это вполне играбельный FPS, на котором вы сможете комфортно играть и не видеть фризов. Ну и в Jedi Fallen Order мы получим около 40 кадров в среднем, с небольшими просадками, что в целом даст нам возможность пройти даже одну из самых требовательных игр. Поэтому я считаю, что это самая лучшая сборка нового компьютера за 20 тысяч рублей, которым уверенно хватит для онлайн-игр или, например, для маленького ребенка. Также хочу вам напомнить, что вы всегда сможете задать мне вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. А если вы ищете тиммейтов или просто хотите хорошо провести время, то залетайте в мой Discord канал. Все ссылки можно найти в описании. А ссылки на сборку я прикрепил в комментариях. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!